Всем привет! 4 февраля 2023 год, вы с Олегом Соскиным. Давайте проанализируем разные события 3 и 4 февраля и как они сейчас соединяются, ну и их последствия для миллионов, десятков миллионов, может сотен миллионов людей в европейском континенте, в Украине, конечно, в Беларуси, в Российской Федерации, в Польше, в Германии, Литве, Латвии, Эстонии и так далее. Итак, чрезвычайно считаю на первом месте события. Это летит над Соединенными Штатами уже несколько дней разведывательный аэростат воздушный принадлежащий Китайской Народной Республике. Ясно, что осуществляется серьезнейшая спецоперация. Этот аэростат направлен на то, чтобы выявить очень такие, проявить важнейшие стратегические объекты, которые есть в США. Ну, скорее всего, и Штаты сами про это говорят. Это касается ракетных баз, ПВО и так далее. Ядерных ракет, тактических ракет, это самолетов-невидимок. То есть, по сути, это беспрецедентное событие в мире, когда коммунистическо-бандитское псевдогосударство, незаконное, абсолютно незаконное, потому что законное государство – это то, которое находится на Тайване. И это было известное правление Чан Кайши. Тогда просто Советский Союз поддержал банды Мао Цзэдуна, обыкновенные коммунистические банды, сельские банды. Все описано у Мансура Олсона, как было в Китае сформировано государство стационарного бандита на базе коммунистических так называемых марксистско-ленинских доктринальных положений. В принципе, просто марксистско-ленинское учение, оно чрезвычайно эффективно для использования разными бандформированиями относительно захвата территорий, городов и установления своей диктатуры. И, в принципе, тут им и пользуются бандиты, разбойники для того, чтобы устанавливать свою власть, используя при этом люмпен, пролетариев так называемых. Что такое пролез? Ничего не имеющий, кроме своих детей, да, так переводится. То есть занимающиеся одним делом только. Используя разных батраков в сельском хозяйстве, ничего не имеющих, работающих на разных фермах и других сельхозпредприятиях частных. Ну и, конечно, коммунистическо-марксистская система, эти бандиты, они набирают прежде всего люмпенов, людей асоциальных, людей, выпавших с разных стратов социальных. Это деклассированные элементы. И с помощью убийств массовых, они устанавливают грабежей, бандитизмов, разбоев, пыток, истязаний, они устанавливают свою власть. Ничего такого особенного. И они всегда такими остаются, всегда. Даже когда они накормлены, все равно суть их остается та же, они бандиты. Коммунистический Китай, Синьцзепин из этой плеяды коммунистов, папа его, он был соратником Мао Цзэдуна на высших постах, а потом они разошлись, как говорят, коммуняки, они всегда расходятся, это у них так принято, разбойники между собой всегда дерутся за добычу, это тоже известно. Прикрываются, естественно, разными идеологическими доктринами, расхождениями в доктринах понимания. Это словесный блуд называется. Так вот, Китай впервые, этот маргинальный совершенно субъект, он атакует самую мощную мировое государство, это Соединенные Штаты Америки. Что оказалось?
что мы видим? Что руководство Соединенных Штатов Америки в лице Байдена, в лице его правительства, в лице, соответственно, Пентагона, Министерства обороны, Госдепа и всего остального оказались, ЦРУ и других спецслужб оказались абсолютно не готовы к уничтожению данного объекта. То есть Байден в растерянности, он совершенно не готов к принятию решения и не выполняет фактически функции, предназначенные президенту страны. Собственно, об этом заявил Трамп, который сказал, что немедленно надо сбивать данный объект вражеский. Это вражеский объект, он передает огромные массы информации про военную инфраструктуру Соединенных Штатов и другую инфраструктуру. И Китай, так сказать, строит из себя, как всегда, болвана. Якобы они тут ни при чем, ветер сорвал его, этот объект воздушный аэростат потерял управление. Вот и в этом вся суть. Ну и руководствуется Байден, там и министр, этот Остин, ну тоже такой совершенно, видно, не готовый человечек оказался. Только они могут только Украине указывать, как надо заниматься уничтожением своего национального этноса. И без оружия противостоять Путину. А когда коснулось их интереса, их ситуации, то оказывается ни Байден, ни Остин, ни другие руководители страны, они ничего сделать, ни Бернс, это ЦРУшник, никто ничего сделать не могут. И уже очень жестко начинают конгрессмены выступать, ну вообще республиканцы выступать, и руководитель, председатель, глава Нижней палаты Маккартни сказал, что надо, так сбивайте его, говорит, как это может над территорией Соединенных Штатов летать вражеский объект. Пока, к сожалению, со стороны руководства страны во главе с Байденом никаких реакций реальных по его уничтожению этого объекта китайского, вражеского нет. Хотя он уже летит в центре Китая, в центре Соединенных Штатов, этот китайский аэростат, ну и все же снимает, все фотографирует. Вот. Трамп сказал, что если бы он был президентом, то он бы его давно уничтожил. И еще раз подчеркиваю, он сказал Трамп сказал Байдену, что его ждут очень тяжелые последствия, если не будет этот объект уничтожен. Понятно, что появилась информация, что уже пытались они как-то, американские воздушные военные силы, каким-то способом воздействовать на него, но пока у них ничего не вышло. Видимо, с другой стороны, у них есть какие-то очень серьезные опасения нанести по нему удар, но говорится, что он может упасть где-то в населенном пункте и так далее, но это все ерунда. Видимо, они чего-то другого опасаются, то есть есть какая-то очень серьезная подоплека. Очень тяжелая, серьезная подоплека. Но практически еще два шара идут на Соединенные Штаты. Один уже над Латинской, эти аэростаты, один над Латинской Америкой. Другой должен тоже зайти откуда-то, куда он там с Канады зайдет или как, увидим. По сути, развязана война против Соединенных Штатов коммунистическо-бандитским Китаем. И война на таком уровне, это своеобразный Пёрл-Харбор, да? Когда, видимо, если Байден сейчас и его руководство Демпартии не смогут ответить, то ему будет или импичмент, или он должен по состоянию здоровья будет подать в отставку. То есть в Соединенных Штатах сейчас может развернуться на базе вот этих китайских шпионов и аэростатов серьезнейший политический военный кризис. Ну и тогда же делаем выводы сразу же для нас, для украинцев, что это означает. Очень просто, что прекратится военная помощь, военное оружие, поставки оружия, денег и всего прочего в Украину. Как только они прекратятся, всем здравомыслящим украинцам должно быть понятно, что воевать будет нечем. Естественно, ни о каком наступлении, там в мае или когда-то еще, говорить тогда не придется. Естественно, что Европа, старушка западная, она в этом плане совершенно бессильна.
и она ничем помочь не сможет. Если будет выбит главный союзник на сегодняшний день и организатор сопротивления Украины, это Соединенные поставок вооружений и всего прочего, это Соединенные Штаты Америки. Вот такой бы я вам первый сюжет описал. Будем наблюдать, как сейчас события будут развиваться. Ну, понятно, что, в принципе, по всем правилам надо сбивать эти вражеские объекты. Однозначно надо сбивать. Вот будем видеть, собьет Байден, трус он или не трус. А трус, как известно, в хоккей не играет, да? Следующая важная для нас информация – это заявление португальских руководителей Португалии. Ну вот, например, так. Португалия отказалась давать Украине танки «Леопард-2», сообщил источник местной газеты «Соль» в военном ведомстве страны. Говорит, это хорошие типа машины, они заявили там в Португалии для парада. Кстати, они не все, в Португалии их не так, они говорят, и много, но главное, что они просто обездвижены, поскольку их не могут технически обслуживать. Плюс там важнейшую вещь вот заявлено, что оказывается самые дешевые снаряды и боеприпасы к этим танкам стоят по 10 тысяч евро каждый. Правда, неправда, но это так и есть. Боевой танк в Украине в день делает 60 выстрелов. То есть, представьте, 300 танков, это Зеленский хочет 300 танков, и этот самый Залужный, делают по 60 залпов. Кто производит боеприпасы? Если 300 танков, хотя бы по 40 делают снарядов в день, стреляют, это 120 миллионов евро. Вот в год это будет 44 миллиарда евро только на снарядах. Если танк останавливается, надо где брать запчасти, их нет, значит его надо бросать, его могут враг захватить, уже россияне про это заявили, что там премию большую дают. То есть ситуация с этими леопардами не так проста, хотя уже украинские танкисты уже поехали в Польшу, и там будут тренироваться для того, чтобы осваивать леопарды. И обещана Германии первая модель леопардов, где-то больше 80, я думаю, может даже 100 дадут. Плюс их 500 штук, как-никак, есть в Греции, они там вообще не нужны. Первая модель. И она проще в обращении, она более экономичная и так далее. То есть, в принципе, вот если брать М1, то она, конечно же, более в этом плане приспособлена для нынешней войны на фронте Украины и России. Но по-любому можно утверждать, что процесс пошел, и где-то март-апреле следует думать, что уже, я так думаю, не раньше все-таки половины апреля, вот появится группировка достаточно серьезная леопардов, скорее всего, вот этой первой модели, которая начнет, заявил про это Зеленский, что дайте оружие, и мы не только отстоим Бахмут, заявил, что Бахмут сдавать не будут, вот, но и будут наступать. Как это все будет у Зеленского, все на словах классно получается, а в реальности ж мы знаем, что все совсем по-другому. Но как-то будет. Когда подалеку сказали, так скажите, сколько погибло под Бахмутом, он говорит, это типа такая информация, что ее надо после войны говорить. Ну хорошо. А если война будет длиться 10 лет, тогда что, когда говорить? То есть совершенное абсолютно непонимание верхушки. То есть уже можно говорить, что в Украине сложилась Зеленский и вокруг него очень такая жесткая партия войны, которая контролирует практически сегодня всю достаточно большую уже сегмент жизни общественной и социальной украинского общества и государства. То есть, по сути, государство захвачено партией войной во главе Зеленским. Но это нарушение Конституции. Уже этот Железняк, там депутат этот, заявил, что, видимо, будут продлевать опять военное положение. Оно, как известно, заканчивается 14 февраля.
Ну, естественно, это, то есть война уже идет год. И говорить о том, что возможно какой-то перелом в позитив, его нет. Ну, прямо скажем, ну где позитив? Вот как бы вернули вот эти куски какие-то, и на этом, и как бы все теперь остановилось. То есть сил прорвать фронт в нынешней константе ситуации у армии, у режима нет. Уже четко сказано, что даже Нацбанк заявил, что госдолг совокупный, внутренний и внешний гарантированный составил 80% от нынешнего ВВП. Ну и они утверждают, что якобы ВВП упал в 2022 году немного, там больше, чем на 30%. Я думаю, врут, потому что по моим оценкам и других хороших экспертов минимум на 50%. То есть было 200 в 21-м, стало 100. Поэтому, естественно, но они же не хотят про это говорить. Оно ж этот Пышный не может это сказать. Тогда его сразу скажут, зачем же мы тебя ставили, зачем же мы Шевченко убрали. И тот более-менее был, так сказать, вменяемый в этом плане. Поэтому Пышный как бы говорит и обещает, а там видно будет. Ну, как Яценюк тоже. Стену построим, еще что-то сделаем. Сейчас Аваков заявил, ну, это оказывается Аваков и остался, и Гордон это лучшие друзья Яценюка. Киевского безпекового форума, так называемого. Лучше бы Аваков про стену рассказал бы, про деньги госбюджета, которые выделялись на стену, где стена, где деньги, открыть надо. Есть же материалы счетной палаты, они же были. Просто надо рассекретить это, просто чем этот НАБУ занимается, почему она этим Яценюком не начинает заниматься, этим его проектом стеной. Почему НАБУ не занимается, например, собственником Закарпатского коньячного завода? Вот там такие вещи, что это вообще чуть ли, так сказать, этот Мотор Сич, руководитель, просто отдыхает по сравнению с этим товарищем. Что он там вообще уже чуть ли не князь в Закарпатской области. То есть, что происходит, непонятно, как это он так проскочил мимо сетей всяких. Тем более, даже так, есть такой, как бы, такие вариации, что он вообще чуть ли не поклонник этого самого кремлевского, этого недопалка. Но если это так почему до сих пор этот симпатик в таком хорошем, как говорится, собственническом ареале находится? В чем проблема? Вот, что некому там вокруг него там нет людей призывного возраста, которым надо было бы сейчас пойти на фронт, туда на Кугледару, к Бахмату, на Сватово и так далее. То есть высказывается точка зрения, что Зеленский, ну более того, он как-то так прямо начинает очень нервничать и заявляет, что есть города, которые в Украине отдыхают. То есть, видимо, ему не нравится, что есть города в Украине, которые не обстреливаются, не достают ракеты Путина до этих городов. Вот. И он говорит, что надо всем воевать, что типа ситуация усложнилась. Ну так может надо просто отменить военное положение и перейти в ту модель, которую Олег Игоревич говорил, что надо перейти к другой системе мотивации, и должна быть добровольная модель для того, чтобы люди шли воевать, а для этого должна быть серьезная заинтересованность. Землей Зеленский надо платить, процентами, землей, с золотыми монетами надо платить, надо ликвидными вещами платить, и надо другие суммы давать людям, которые на фронте, а которые не могут быть на фронте, им надо разрешить жить своей жизнью, не сидеть в концлагере под названием, которое ты сделал, Украину имени Зеленского и Ермака. Это получится Зеленский плюс Ермак, концлагерь Украина. Это абсолютно недопустимо. Вот второй бы вам сюжет описал. То есть Зеленский определился, вот его окружение, естественно, что они хотят дальше воевать в полный рост, и чтобы новые десятки тысяч украинцев шли на фронт и, соответственно, превращались в 200, в 300, в инвалидов и так далее. Ну, потом что они будут делать? Их семьи и так далее. Что Зеленского будут вспоминать, Ермака через 3, 5, 10 лет. То есть что дальше будет? Это кто-то представляет себе или нет? Понятно, что можно жить одним днем, там, месяцем, годом. Но вот уже год прошел. Год. Вот этот хотел бы вам дать сюжет. То есть он очень нехороший.
хотят продлить военное положение, это антиконституционно, однозначно. И еще одна важная вещь, вот это в связи с тем, что апелляционный суд во Львове принял решение, утвердить решение какого-то вот этого районного там суда полусельского, отстранить мэра Чернигова на год. Ну, это абсолютно незаконно, потому что нигде это не написано, что вот за такое можно отстранить на год. Потому что должно быть решение их городского совета. Горсовет, конечно, должен соответствующий принять теперь резолюцию в поддержку мэра. Согласен он с решением суда, не согласен. Почему этот именно суд осуществлял эту функцию, а не какой-то другой, на каком основании. Можно ли считать это решение коррупционным этого суда? Является ли это продолжение того, как было постоянно во времена Януковича и других там вождей Кучмы типа незаконные решения судов, потом их распуск и так далее. То есть надо серьезно, видимо, все-таки мэрия должна этим заниматься. Ну, видно, пошли серьезные угрозы какие-то и от Рошенко, и этим мэрам и так далее. Пока они замолкли. Но это до поры до времени, а потом все равно. То есть ситуация тут тоже серьезнейшим образом обостряется. То есть подведем итог какой. Соединенные Штаты и очень важная еще одна вещь. Заявлено, что все-таки есть информация, и Бернс, директор ЦРУ, выступил, что Си Цзиньпин готовится к тому, чтобы начать войну против Тайваня. Когда это будет, то ли это 25-й, то ли 27-й, а может 23-й год, этого никто сказать не может. Но если взять эти так называемые аэростаты и их нападение, их заход на территорию Соединенных Штатов, и США руководство оказалось абсолютно бестолковым, безлаберным, неспособным к пресечению этой атаки, это военная атака, то вполне возможно, что атака на Тайвань может начаться раньше. Ну и, соответственно, будет выбит главный союзник Украины со всеми вытекающими последствиями. И второй момент, внутри страны побеждает на сегодняшний день партия войны. То есть Зеленский хочет и его окружение продолжать войну за счет жизни украинцев, за счет Украины, за счет ее разрушения и в конечном итоге уничтожения. Вот такой бы я вам описал на сегодняшний день вот такой сценарий. Как оно будет развиваться дальше, буквально в ближайшие дни нам это покажут. И сделаю еще одно видео по поводу того, что все-таки и уже высказываются и в украинских в этих руководители разные там вооруженных сил, что зреет ситуация, что должна быть удар по Украине уже новой Российской Федерации. Ну, кстати, вот Одесса осталась на сегодняшний день, вот 4 февраля, там произошла авария или несколько на каких-то там одной или двух подстанциях, и она осталась полностью обесточена, со всеми вытекающими последствиями, и сейчас там должны как раз морозы начаться, с чем я вас всех и поздравляю. Ну, все, как я вам объяснял. Но это пока Одесса, а есть же еще и другие города, Киев, Днепр, там, Хмельницкий и так далее, Житомир, Ривно, Львов. Вот, мальчики, девочки, такой процесс идет. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч.